Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, конец июля-август, точка невозврата, 6 шагов к вашей новой реальности. Вот давайте узнаем, с чем это будет сопряжено. И я должна сказать, что последняя неделя июля может для нас стать поворотной. Вот почему. Потому что это как яркие события могут нас сопровождать. Или громкие новости. И, наверное, для всех, для каждого из нас будет важны 3 момента, 3 пункта. Пройти без напряжения этот путь. Потому что есть то, что мы не можем никак изменить. И уметь, по крайней мере, держать фокус внимания на чем-то очень важном, главном, лично для вас. И правильно оценить разворотные события, которые могут быть или могут сопровождать этот период. И это не совсем связано с нашими желаниями. Почему это происходит? 24 июля, то есть последняя неделя июля, у нас Меркурий из ретроградного движения перейдет в директное прямое. Казалось бы, какие-то паузы, задержки заканчиваются. Нет, здесь есть и то, что заканчивается, но есть и то, что будет от нас зависеть в плане долгосрочных перспектив, порядка. Почему? Потому что Сатурн, планета владыка кармы, строгий учитель, тоже уходит в ретро-движение. И это продлится до 11 декабря. Вот давайте узнаем. Итак, 6 шагов. С чем? С кем это будет связано? И первый шаг. Кто тянет вас вверх? А что забирает вашу энергию? Достанем 2 карты. Что для вас как позитив? Что для вас прогресс? И что или кто забирает эту энергию? Второй шаг. Рассмотрим отношения. Кто зеркалит вас? Или кто проявит себя неожиданно по отношению к вам, мои дорогие тельцы? Есть то, что мы не можем предугадать. Мы можем представлять себе одно, а в итоге что-то получим другое. Но посмотрим, каковы энергии. Откуда приходят к вам возможности? Ваш главный ресурс. В чем он будет заключаться конец июля-август? Что оставить в прошлом? Что постепенно, как меняет свои смыслы или для вас трансформируется? Важные события. Что изменится и что вам важно услышать прямо сейчас? И, соответственно, к чему приготовиться? Время, когда судьба расчищает нам путь. Давайте будем узнавать. Итак, что же для вас прогресс? Что вас именно вверх? Что вам помогает? Что ваша сила? Финансы отчасти. И все то, что сопряжено с добрыми эмоциями. По 9 кубков, иногда мы говорим, это карта эгоиста, но может быть, где-то этот период соответствует Венере в Деве. По крайней мере, последняя неделя, не последняя, Венера в Деву перешла немного раньше, это на протяжении июля, длится, но пробудет это до 7 августа. Поэтому, если мы рассматриваем последнюю неделю, последние дни июля месяца и начало августа, то это не что иное, как какая-то прагматика. Это еще и вместе с Сатурном ретроградным, знаете, время создания надежных систем, устранения чего-то устаревшего. А Сатурн – это у нас традиции, структура, границы, вопросы обязательств. Вот здесь, значит, какая-то ситуация, все то, что касается отчасти вашей продуманности, в том числе, ведь по этой карте у нас именно денежная ситуация, которая хорошая ситуация денежная. Здесь это карта изобилия, процветания, мои дорогие, когда мы всем довольны. Да, иногда мы говорим карта эгоиста, но, может быть, для вас, мои дорогие тельцы, немножко побыть эгоистом самое время. По крайней мере, именно эта карта такая, знаете, когда позволить себе что-то. Кстати, позволить себе отдых. Куда-то себя не гнать. И этот период нам буквально говорит о том, что ты можешь куда-то поторопиться, можешь тут все перевернуть, телец с ног на голову, но не факт, что ты от этого получишь что-то более позитивное. Вот давайте откроем, что же для вас регресс, что тянет вниз. Ничего себе, да? Карта мага. Но есть какой-то человек, который, может быть, буквально пытается на вас воздействовать. И вам, тут я не скажу так однозначно, потому что здесь, скорее всего, есть ваш интерес с определенной персоной. Есть взаимодействие, скорее всего, с этой персоной. И здесь, знаете, может быть так история отношений кто кого.
Маг. Он на то и маг, что великий фокусник и волшебник. Ну, это я, конечно, утрирую. Но это очень продуманный, реальный человек, это великий практик. Но что отличает мага? Он умеет быть таким, знаете, холодным, как железным человеком, да? Когда вроде бы он, ну, ему свойственны эмоции, но может быть совершенно непредсказуемый момент, он включает рационализм. И где делись эти эмоции? Давайте несколько раскроем обе эти позиции. Ну, ведь тут может быть как история взаимоотношений достаточно сложных, когда, может быть, и финансовые какие-то обязательства имеются. И непонятно, в какую сторону продолжать, или непонятно, в какую сторону идут отношения. Какие-то договоренности. Это может быть связано с работой у кого-то или с решением финансовых вопросов. И тем не менее, что для вас прогресс? Сохранение себя, сохранение собственных позиций. Может быть, у вас период, ну, вы, по крайней мере, для кого-то из вас, конец июля, начало августа, когда вы можете не тратить много денег. Может быть, так складываются обстоятельства, когда вы можете несколько накопить, я этого тоже не исключаю. Может быть, вы будете строить какие-то планы на дальнейшую вашу жизнь, судьбу, но ведь четверка пентаклей ни разу не о том, что мы куда-то прям так с места в карьер спешим. И это точно, посмотрите, аркан Иерофант. Аркан Иерофант – это учитель и ученик где-то одновременно. По этой карте также проходят структуры. Может быть, это у кого-то из вас совпадает, правда, с подписанием важных документов или ожидание таковых, каких-то важных бумаг. И, возможно, вам придется чуточку больше ожидать какую-то важную бумагу или какое-то, как подписание соглашения. Будьте к этому готовы. И вполне вероятно, это будет зависеть от какого-то человека. Вы можете воспринимать, что это для вас как некий регресс или какая-то чья-то манипуляция. Но все-таки я не вижу так. Я вижу больше, что вам нужно пройти, мои дорогие тельцы, еще по судьбе какой-то путь. Ладно, тем не менее, что вниз? Вот как этот телец может ощущать? Тут ни разу не вниз, мои дорогие. Тут знаете, что может быть? Телец построил себе планы. Вот будет так, да, вы что-то рассчитали, просчитали, может быть, да, буквально по дням, да. Вот в эти дни я куда-то еду, допустим, в эти дни я отдыхаю, или в эти дни я занимаюсь документами, в эти дни там что-то еще, а вот тут не так и не сяк. А тут будет какой-то альтернативный вариант, который может быть связан, посмотрите, два старших аркана. Да, иногда аркан мага проигрывается, буквально это у нас Меркурий, который как раз выходит 24 июля из вот этой петли, из обратного движения. И Меркурий – это, соответственно, знаки зодиака, близнецы или дева. У кого-то может проиграться конкретный человек, рожденный под этим знаком зодиака, или пусть это будет человек, у который, к примеру, имеет асцендент. Или человек в этих качествах, или это даже, как опять же, организации, какие-то офисы, учреждения, два старших аркана, или те новости, которые вы слышите вокруг себя. Это не то, что в нашей власти, что мы должны изменить. А вот как раз аркан Иерофант говорит: подожди, телец, приготовься. Все то, что у тебя будет происходить, возможно, в конце июля и начало августа. На протяжении августа будет у тебя разворачиваться. Вот сейчас мы с вами раскроем эти шаги. И тут нельзя никак отказаться. Ты пока не видишь. Тут что-то неоднозначно. Неоднозначно в плюс и неоднозначно в минус. Тем не менее, давайте еще одну карту. Вот ты стоишь на пороге перемен. Причем тех перемен, когда ты не можешь это никак предвидеть. Ты можешь поторопиться, потом себе спасибо не скажешь. Поэтому, мои дорогие тельцы, тут ведь для вас может у кого-то история, правда, сложная история взаимоотношений. А пусть это даже, ну, где-то взаимоотношения, которые строятся так больше межличностно, но они скорее могут иметь продолжение, когда не только про эмоции, а еще и про дела, возможно, и про финансы, возможно, про какой-то обоюдный интерес. Ведь это карта творчества, кстати. И, может быть, по аркану Иерофант это карта статуса. Поэтому тут могут быть и вопросы статуса, вопросы работы. Вот тут у кого что. Тут есть, знаете, какая-то ситуация, которая очень запутанная. Или напоминает тот самый Гордиев узел. Но я не вижу, что вы можете его распутать.
по крайней мере, конец июля, август. Скорее всего, мои дорогие тельцы, есть некоторые нюансы в вашей жизни, скажем так, обтекаемо, да, потому что мы все разные, расклад общий, который, скорее всего, по ретро-Сатурну постепенно, шаг за шагом. И, возможно, это как раз вопросы и традиций, и вашего статуса, или границ, опять же, да, мы говорим. Меня смотрят люди из разных стран. И вопросы обязательств, опять же. Все вместе переплелось. И, видимо, вам придется пройти какой-то путь, пока вы отстроите или выложите это в красивый узор. Третий шаг. Точнее, второй шаг и отношения. Кто зеркалит вас, кто проявит себя неожиданно. Двойка мечей, выбор. Вот, может быть, все то, что я сказала, вы предполагаете то, что вот предполагаете, к примеру, к концу июля. А если вы даже открыли это видео в августе, вернитесь немножко назад, вернитесь в июль. Что вы тогда думали, чувствовали, какие были обстоятельства, какая обстановка? Здесь не есть что-то зненацкое или что-то такое вот внезапное, непонятно откуда пришедшее. Тут, скорее всего, причина и следствие. Уже что-то закладывалось прежде. И, скорее всего, по отношениям здесь есть выбор, опять же. Вот я уже так предвижу. Маг и королева кубков. Может быть, один человек более такой хладнокровно продуманный, а второй живет эмоциями. Кто из вас, кто, решать только вам. Но по двойке мечей мы как будто вынуждены будем делать выбор. Причем выбор это нужно сделать как и холодной головой, и одновременно слушая свое сердце. Непросто. Почему так говорю? Обратите внимание, колода ведьмочек, дротики, ножи, мечи, да, бросает. И делает она это с закрытыми глазами, на интуиции. Вот как соединить интуицию и вот это холодный такой расчет? А ведь для вас это будет что-то удивительно волшебное. Здесь это волшебное может, конечно, в финансовом эквиваленте касаться работы. Опять же, мы говорили, границы, отношения, место проживания, десятка пентаклей. Здесь емкая карта. Она может говорить о вопросах дома, о вопросах пары, о ваших близких, ну и, конечно, о работе и финансы. Но ведь это по максимуму. Вот какой-то выбор, который вам, если вы поторопитесь, то здесь, правда, ну тут нет никак. Никак нельзя чего-то упустить для вас, потому что посмотрите, как волшебно, кто зеркалит вас. И может быть и правда. Есть не совсем простая история, которая касается у кого-то напрямую взаимоотношений, любви. И что-то вам может не нравиться, мои дорогие тельцы. Но может быть что-то не нравится и в отношении вас, то есть, да, как ваши какие-то качества. Вот, наверное, этот период конца июля и августа месяца, он нам дается специально для того, чтобы мы приняли какую-то реальность без эмоций. Или научились принимать характеры других людей, их предпочтения, и складывать воедино, как взаимоотношения, в единый какой-то красивый узор. Здесь нет помех, понимаете? Здесь идет что-то вам во благо. Но вот этот выбор, он не спешный. И это не совсем то, что вы могли предположить прежде. Все-таки тут есть взаимодействие и учет того, как, чьи-то еще интересы маг. Давайте следующую позицию откроем, и вот это уже третья позиция, откуда к вам придут возможности. Ваш главный ресурс – правосудие, причина и следствие. Баланс, несомненно. Обратите внимание, два кота, один белый, другой черный. И вроде бы так вот конфликт такой намечается небольшой именно в этой колоде. А вот нивелировать какой-то конфликт, тут может быть как и сложная история, которая касается, может быть, финансов, может быть, и взаимоотношений, договоренности, документы, подписания, мои дорогие юридические вопросы. Потому что аркан правосудия, да, у кого-то это даже суды идут, да, тогда договариваться нужно. Потому что по этой карте, может быть, есть и такое значение, худой мир лучше доброй ссоры. И что я имею в виду? Не обязательно, что мы с кем-то согласились и, значит, приняли чью-то точку зрения. Но вот, допустим, принять, что да, я не могу это переломить. Значит, может быть, я сведу какой-то конфликт к нулю, а почему бы и нет? По крайней мере, в этом ваш важный ресурс.
Более того, для вас будет очень важно, мои дорогие тельцы, все оформить на бумаге. Здесь не совсем, вот если мы берем даже энергии конца июля и августа месяца, здесь для вас важнее не журавль в небе, а синица именно в руках. Тот момент, когда вы ну, как на какую-то бумагу можете опереться, да, то есть вы что-то прописали, оформили по закону, все же об этом нам говорит. Вы как будто себе, ну, как страховой полис создаете. Давайте посмотрим, что же еще, откуда к вам приходят ресурсы. И здесь, чтобы вас как закон защищал, откуда к вам приходят ресурсы. Ну, ведь по этой карте, по семерке кубков, мы как будто должны тоже сделать выбор. Тут, с одной стороны, мы можем и замечтаться. А вот смотрите. Вам может казаться, что выбор очень большой. Да, вот почему он может быть сложным. Почему мы говорим и о реальности, поскольку все-таки двойка мечей, холодная голова, но точно так же мы говорим выбор сердца. Кубков много, их 7, а выбрать нужно один. Это карта радости, счастья. Но не все так просто, потому что первый аркан – правосудие. Здесь может быть действительно какая-то сложная история, как и по отношениям. И неважно, у кого-то это будет касаться работы, у кого-то и личной жизни. Вам предстоит как уравновесить у кого-то взаимоотношения между двумя сложными людьми, потому что есть взаимный интерес. И этот интерес может выражаться как и эмоционально, через чувства, но точно так же это может быть еще какая-то реальность по части финансовых денег, где-то через документы, через контракты, через договоренности. Но, может быть, ведь иногда мы говорим, это карта иллюзорного успеха. Знаете, это как какая-то пелена у вас должна все же спасть, ну, как с глаз. Поэтому все то, что вы сделаете надежно, согласно закону, мои дорогие тельцы, определенно вы потом себе скажете спасибо, потому что это и будет для вас главным ресурсом. Что оставить в прошлом? Император. Конечно, мы можем рассматривать эту карту с одной стороны. Император – это организация нашей жизни. Это и, в принципе, какие-то организации или конторы, офисы. Но если мы берем первую позицию, да, как я сказала, организация нашей жизни, мы собирались что-то организовать, мы собирались сделать что-то вот именно так, как мы это представляли. Скорее всего, придется менять это. Будьте готовы к тому, что здесь может быть еще и смена, которая связана именно с конкретными людьми. Здесь может, я не исключаю, может это у кого-то дома такой император, да, что оставить в прошлом. Здесь двояко, ведь по этой карте пусть император, да, но иногда где-то и с нами самими это сопровождают нас таким энергией, когда мы хотим сделать что-то по-своему, да, как у императора. Есть мое мнение неправильное, вот мое, оно единственное правильное. Вот, и, пожалуй, такие энергии нужно оставить в прошлом. Потому что договариваться, опять же, придется, нам уже не раз об этом сказали. Но я ведь также не исключаю, мы все разные. Может быть, с таким поворотным моментом связано, когда и какой-то человек словно что-то передумает. Передумает, и это будет связано с оформлением документов или взятием на себя обязательств. Сатурн, ретро, да. Когда что-то будет меняться в августе. Ну, давайте еще раз поточнее с вами узнаем. Итак, что оставить в прошлом? Денежная карта, девятка пентаклей. Иногда это карта отдыха, мои дорогие. Я тут больше вижу ситуация по работе, которая будет связана именно с финансами. И может быть это связано либо с руководителем, у кого-то с партнерскими отношениями, которые будут неизбежно перестроены или будут перестраиваться постепенно, что оставить в прошлом. Оставить в прошлом явно какие-то, ваше представление, допустим, о вашем участии в конкретном деле. Или вы могли построить себе какой-то определенный план, который был связан с построением вашей карьеры, взаимодействием с людьми или с конкретным человеком. Вам это придется пересмотреть.
Будьте к этому готовы. И это может быть связано как и с решением, да, вам что-то может не понравиться, мои дорогие. Но, видимо, прагматика берет верх. Вам придется с чем-то. И если не соглашаться, будьте просто, правда, к этому готовы. К тому, что могут быть несколько нарушены прежние договоренности. И может быть вот этот период ретро-Сатурна как раз шаг за шагом. Может быть, это где-то первые шаги или первые такие ласточки, которые придут к вам конец июля, август, когда вы будете делать важные выводы. И я не могу сказать, что тут какой-то минус. Нет, тут будет, ну, знаете, как разочарование. Но это разочарование, это мелкая карта, которая не отменяет для вас сильной позиции. Здесь может у кого-то даже проиграться так, что будут пересмотрены отношения. И опять же, по длительности периода мы не можем говорить, что это прямо вот со дня на день где-то до конца июля. Но я могу вполне предположить, что вы сами, кстати, можете переиграть отношение к какому-то человеку вплоть до конца августа. Или, наблюдая за какой-то персоной, вы сделаете важные выводы и, может быть, даже если вы на кого-то рассчитывали или уже были какие-то преддоговоренности или о чем-то вы согласовывали, может быть, совместные действия, неважно, тут работа или это контактное лицо какое-то одно, то здесь это будет пересмотрено. И, знаете, вот так двойственно. С одной стороны, мы где-то можем сожалеть, что вот это не именно так на 100%, как мы уже это где-то себе представляли и, может быть, позволили расслабиться. Но, тем не менее, вы выходите из сильной позиции, когда вы вот так вот беспристрастно понимаете, что конкретный человек помог, конкретная ситуация вам помогла. И вы, знаете, пусть это не совсем вот тот вот победитель, да, когда с какими-то лаврами или с какими-то венками, да, победителя сопряжен этот период августа, но когда вы более ресурсными все равно выходите. Даже пусть эта ситуация какая-то связанная с конкретным человеком или пусть это связано с работой, вы тут как-то очень правильно перестраиваетесь. Перестраиваетесь, когда может быть, так вот своеобразное такое очищение от каких-то иллюзий-то как раз и происходит. И вот этот туз кубков, вы понимаете, телец как будто понимает, да, пусть я там не на 100% что-то теперь могу осуществить, но и для меня теперь какая-то история прояснилась более конкретно, пройдены уже какие-то определенные шаги, и точно я знаю, куда я не пойду, к чему я не буду стремиться. То есть часть вопросов у вас до конца августа, до конца лета, она определенно прояснится. Но это может сопровождаться, что вот как сожаление, не все то, что я думал или думала, может быть осуществлено. И именно потому, что либо закон, либо это зависит от решения других людей. Важные события. Что изменится в вашей жизни, что важно знать, важно услышать. Да тут все меняется. Может быть, как раз сама судьба делает такой поворот событий через альтернативный вариант, через альтернативное предложение. Вы сами можете тут что-то изменить, правда? Но я бы сказала, все-таки не торопитесь, тут всему свое время. 20-й старший аркан нам и говорит, не оглядывайся назад. Что случилось, то произошло, тебе отсюда полный вперед. Это карта избавления от страданий, избавления от сожалений, от каких-то таких сложных эмоциональных ран, может быть. И очень символично, потому что этот период, он как раз сопровождает Хирон, как бы его сопровождает Хирон в вашем знаке зодиака. И пусть окончательно Хирон поселится, перейдет ваш знак зодиака, это произойдет лишь в 2027 году, то именно в течение лета это какая-то история взаимоотношений. Она может возвращаться, делать такие пассы назад для того, чтобы окончательно что-то или в чем-то разобраться. Или, может быть, у кого-то поставить точку.
или сделать какую-то перезагрузку, чтобы это было продолжено уже с новыми энергиями. Но по страшному суду мы, опять же, мы судьбоносные какие-то перемены не можем избежать. И это будет касаться, я больше, по крайней мере, вижу, возможно, либо личной истории, либо, может быть, и финансов, опять же. Ну так что же важное событие, что изменится? Статус ваш, мои дорогие тельцы, может измениться, это правда. И даже та история сложных взаимоотношений здесь может принять совершенно другие новые очертания, новые предложения. Потому что императрица – это всегда, ну, статусная карта. У кого-то это будет связано с работой, почему нет? Это карта творчества и творческого человека. Среди вас очень много таких. Да, она надеется сама на себя. Но значит, какие-то, опять же, ваши ресурсы, они будут значительно больше до конца лета. И даже если есть определенные, ну так, ради честности, правды, и даже если не все на 100% у нас осуществимо, вы все равно остаетесь довольны. Вот как-то так делает поворот ваша судьба, чтобы телец, и у вас будет время дальше, как будто... Вот смотрите, вы проходите мало того, что по 20-му старшему аркану перемены. Я часто называю 8 жезлов карта доброй трансформации, потому что, да, тут как 1000 дорог сходятся в одной точке. Да, по этой карте мы можем получить какое-то известие, которое тоже вот буквально врывается в нашу жизнь. Это может быть как и новость или какая-то бумага, документ, у кого что. Новость в средствах массовой информации – когда от нас потребуются определенные действия, может быть, действия, которые связаны с перемещением, поездками, будьте к этому готовы тоже. Вот я всегда говорю по этой карте взять мечту, от чего-то не отказаться. Или, ну, посмотреть на какой-то альтернативно предложенный вариант или на какое-то событие, что вот я могу сейчас это сделать, а могу от этого отказаться. Вот что-то такое, как важное событие, судьбоносное, как добрые перемены, добрая трансформация буквально стремится войти в вашу жизнь. Может быть, все-таки карта мага. Я тут опять же возвращаюсь немного в первым картам. Вопросы взаимоотношений и денег. Вот вижу так. Ладно, давайте посмотрим, к чему приготовиться тельцам, к чему судьба расчищает путь. Туз мечей. К такому, знаете, вот как этот туз, словно он пронзает пространство. И, видимо, может быть, это у кого-то к концу года. Но все же мы рассматриваем к концу лета, да? Однозначное в чем-то решение у вас будет. Или это будет связано с однозначным решением какого-то человека. Это не 50 на 50. И это не то, что, когда нам говорят «возможно», а на самом деле знают, что нам скажут «нет». Или мы сами, допустим, говорим то же самое. Нет, это какая-то однозначное решение или однозначная пусть новость, да, которая не граничит где-то вот с «может быть» и «если», а что-то более достоверное. Ведь я очень часто говорю, выход из лабиринта по этой карте. Поэтому лабиринт шаг за шагом у вас заканчивается. Но у вас победы, мои дорогие. Вот все то, что в вашей жизни происходит, мои дорогие тельцы, поверьте, это не случайно. Пусть у кого-то взаимоотношения сейчас вот именно претерпевают какую-то трансформацию. У кого-то вопросы работы и финансов выходят на первый план. У кого-то, может быть, и с родственниками тоже что-то связано. Или вопросы жилья, границы, дома, территории. Я все это не исключаю. Но 6 пентаклей – это как помощь высших сил. И не случайно 20-й старший аркан, избавление от боли, избавление от страданий. Значит, шаг за шагом вы делаете к своей новой реальности. Завершается какой-то лабиринт. Да, ведь это тоже, когда лабиринт заканчивается, мы чувствуем большую усталость, раз. Есть, конечно, то, что пройдено, и, может быть, есть определенные потери, да, 5 кубков. Но мы понимаем, что мы вот как перешагиваем определенный рубеж, и нас совершенно новые возможности ждут. Но я бы еще сказала, что именно, ну, как ваша судьба, ваши ангелы вам желают лучшего. И поэтому по этой карте, это, знаете, как вас будут сопровождать те события. Будьте внимательны, мои дорогие, любимые тельцы, что где-то на протяжении, до конца лета, до конца августа будет тот момент поворотный, абсолютно точно,
когда вот какая-то ситуация для вас сложится во благо. И будьте к ней готовы, ну, тут не совсем мы настаиваем на своем, а мы именно, знаете, это как уметь принять какую-то помощь. Она может выглядеть не в том объеме или не в той пропорции, как мы бы этого хотели. И пусть это даже что-то небольшое или то, что нам может показаться малозначимым, а тем не менее это будет поворотный момент каких-то ваших возможностей. К чему еще приготовиться? Волшебно. У вас 2 победы. Выход из лабиринта. 2 шестерки, 6 всегда победа. Кто смотрит мои расклады давно. И по 6 жезлов это победа, если мы говорим, она касается, откуда мы получаем деньги, например, или вопросы работы. Это будет точно так же на документы, да, вот на все важные такие более реальные события. А 6 пентаклей, да, иногда это карта финансового успеха. Для кого-то из вас финансы выравниваются, да, и если по финансам были какие-то заминки, задержки, вы определенно тут кто-то может достичь нового статуса именно через финансы. Я тут вижу, вы за лето останетесь финансами довольны. Это в целом точно. Но здесь для вас и то, что именно вашего статуса касается, а возможно и вашей личной жизни, здесь тоже меняется для вас со знаком плюс. Заканчиваются какие-то ваши лабиринты, может быть и не все, конечно. Будем реалистами, я всегда к этому призываю. Но у вас очень много добрых карт, много добрых энергий, которые пытаются изменить вот буквально с первых карт вашу жизнь к лучшему. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.